провозглашается новая экономическая политика. Политика в сравнении с прежним военным коммунизмом более либеральная. Власти высказываются за свободное соревнование различных группировок и течений в культуре. Однако, вопреки подобным декларациям, крепнет цензурный механизм, все более ограничивающий творческую мысль. Критическая и сложная красота, красота, наводящая на тревожные думы, расценивается как недопустимое, как тогда выражались, подмигивание классовому врагу. Официально поощряются картины с плакатной четкостью, выражающие генеральную линию партии. Таковы произведения лидеров Ассоциации художников революционной России. В самом рычании этой аббревиатуры «АХР» слышится непримиримость к идейному инакомыслию. У советской власти пока нет безусловных фаворитов. Ахровцам с их ориентацией на традиционную картину в духе передвижников противостоят авангардисты, учредившие левый фронт искусств. Их лозунги производственного искусства, призванного идти на смену картине, активно воплощаются в жизнь, приводя к расцвету современного дизайна. Российские авангардные афиши, реклама, фотография, эскизы ткани тех лет прочно вошли в золотой запас мировой культуры. Не менее впечатляют и успехи новой архитектуры. Тогда казалось, что именно в ее строгих и четких формах нагляднее всего угадываются контуры завтрашнего дня или, как писали в газетах, зримая поступь социализма. Разнообразие группировок органично сочетается с богатством артистической фантазии. Текущая история, как в картине Редько «Восстание», выплывает к зрителю в виде черного гротеска. Столь же мрачными зачастую предстают и индустриальные мотивы, скорее перемалывающие человека, чем, как полагалось по марксистской мифологии, героически возвышающие его. Сельская же жизнь выглядит оцепеневшей в предчувствии сплошной коллективизации, с одинокими фигурами крестьян на фоне пустых полей. Даже во вполне лояльных образах нет-нет да проглянет театральная ирония, наглядно подвергающая сомнению окружающий мир и его героев. Не следует угадывать здесь, следуя официозной критике, какую-то скрытую контрреволюцию. В подавляющем большинстве случаев речь шла об обычных гражданах, занятых художественным трудом, либо даже об энтузиастах нового строя, таких, какими были Платонов в литературе, Лисицкий в дизайне или Филонов в живописи. Однако всякое полноценное, не погубленное агитационными штампами произведение неизбежно наращивало критический потенциал, который постоянно проступал даже вопреки сознательной воле автора. На рубеже 20-30-х, когда Сталин окончательно сосредоточил в своих руках всю полноту власти, идея мировой революции подверглась решительному пересмотру. Прежде России отводилась лишь роль детонатора социальных потрясений, которые должны были завершиться на Западе и там найти свой мировой центр. Отныне же таким мировым центром призвана была стать Россия и, соответственно, ее столица Москва. Сталинская геополитика чем-то напоминала идею Москвы как Третьего Рима, но Третьего Рима уже целиком безбожного.
20-е годы искусство охотно обращалось к различным формам городского фольклора, тем самым юмористически разряжая накал идеологических страстей. Нарочито примитивная картина Адливанкина аналогична по духу рассказам Зощенко. Это своего рода живописный анекдот о повседневной бытовой мельтешне. Огромна дистанция от беглой андреевской зарисовки до монументального, как бы вечного лика, миниатюрные копии которого долгие годы украшали стандартный советский партбилет. Но даже в андреевских статуях, а они стали образцом для украшения сотен и тысяч официальных залов по всей стране, еще сохраняется определенная правда характера, беспощадная, не знающая никаких моральных преград решительность в достижении цели. Это отнюдь не благостный Ильич, а агрессивный и жестокий воин-победитель, самодовольный и властный. Сюжеты из народной жизни сплошь и рядом представали на выставках 20-х годов такими же, как и до революции. Ведь жизнь русской деревни, по большому счету, пока что не изменилась. Архипов своим сочным, темпераментным мазком продолжал писать все тех же северных крестьянок. Разве что ярко-красные тона их платьев воспринимались теперь несколько по-иному, чуть ли не как отзвук революции. На выставках «Ахра» Ассоциации художников революционной России, видным членом которой был Исаак Бродский, портреты вождей размещались на самых видных местах, что с той поры вошло в традицию. Мастер ювелирно-точного рисунка представил здесь Ленина не великим бунтарем, но, напротив, хранителем национального культурного наследия. Мирный и добродушный, он красуется на фоне кремлевской старины. Видный член ОСТа, или Общества станковистов, Уильямс был и выдающимся художником театра. В этой картине оба его таланта счастливо совместились. Великий режиссер-реформатор представлен здесь на фоне сцены с монументальными декорациями в авангардном духе. Позади Мейерхольда, по его планам, как бы разворачивается строительство нового искусства. Сюжетно картины Грекова полностью вписываются в рамки официозной советской историографии гражданской войны. Однако мастер был все же замечательным баталистом. В этих произведениях немало острых, метко схваченных эпизодов, запечатлевших походы первой конной, которая буйным смерчем пронеслась по южным степям.
Живопись Крымова – пример, по словам тогдашней критики, ухода в пейзаж. Сформировавшись в кругу «Голубой розы», в советский период художник принципиально избегал парадных, так называемых тематических картин, создавая созерцательно тихие образы Тарусы, где проводил летние месяцы. Такова и «Мельница», гармонически сдержанная, спокойная по колориту. Один из членов общества станковистов, Лучишкин, в лучших своих вещах скрывал под внешней иронией, чертами наивного искусства, достаточно острое драматическое содержание. Городской пейзаж с улетевшим шариком словно увиден безмятежным взглядом ребенка. Воздушный шар воспаряет не просто над будничным, скучным городом, а над городом призраков, где в окнах маячат гримасы смерти. В одном из окошек видна фигурка висящего самоубийцы. В 1920-е годы в живописи Малевича вновь появляются фигуративные образы. Он как бы спускается с супрематических небес на землю. Загадочные и тревожные его композиции с одинокими крестьянами, застывшими на фоне пустых полей. Нередко в этих образах видят символическое предчувствие коллективизации. Музыкант по профессии Матюшин, став художником, стремился и живопись свою сделать столь же вольной и отвлеченной от предметного мира, как музыка. На базе своих пейзажей и абстрактных композиций, таких как «Движение в пространстве», он разработал теорию расширенного видения, стремясь раскрыть пространство картины на 360 градусов, сделав его космически всеохватным. Эта картина Машкова стала популярным символом нэповской эпохи. В ней много общего с расписными вывесками лавок и трактиров. Демонстрируя пышную выпечку, она свидетельствует о возрождении хозяйства и той относительной сытости, что наступило после голодухи первых постреволюционных лет. После 17-го года Нестеров порою создавал и религиозные картины. Христос здесь представлен в виде путника, который странствует по России, благословляя край родной долготерпения, как в знаменитых стихах Тютчева. Зачином, эмоциональным вступлением к ней служит типический национальный пейзаж, и фигуры возникают в нем как видения, просветленные духи земли в пространстве Евангелия или жития святых. Однако показать такую картину на выставке в ту пору было уже немыслимо. Реально увидеть ее мог лишь узкий круг друзей старого художника.
Это один из самых романтичных образов гражданской войны, далекий от услужливого официоза. Здесь по-прежнему дает о себе знать тот как бы космический принцип сферической перспективы, который Петров-Водкин положил в основу лучших своих произведений. Смертельно раненый комиссар умирает буквально на вершине мира, а уходящий отряд спускается на грешную землю, дабы продолжить его дело. Полотно призвано, сверяясь с лозунгом, выразить счастливый пафос индустриального труда, преобразующего общество и человека как такового. Но вместо радостного преображения мы видим сцену отчаянного, нечеловеческого озверения. Сгущая краски до предела, Пименов пишет почти что некую монументальную карикатуру, или, точнее, натуральный, физиологический очерк полуголодного рабочего быта тех лет. Электроорганизмы, в которых техника уже полностью поработила в себе природу, в той же мере обращены в будущее, как и в прошлое, в древнюю магическую архаику. Мир принимается, как он есть, как в прозе Андрея Платонова. Черты научной фантастики перерастают в откровенный сюрреализм. Учившийся на иконописца Редько в этой известнейшей из своих картин создал своеобразную антиикону. В центре здесь изображено все Политбюро, включая Ленина, Троцкого и Сталина. Следуя их приказам, по углам мечутся вооруженные фигурки, подавляющие сопротивление врагов революции. Полотно, словно охваченное пожаром, мерцает красными сполохами. Это кажется удивительным, но Редько даже удалось показать свое дерзкое произведение на выставке. Середина 20-х годов была еще сравнительно либеральным временем. Авангардисты Лефа, левого фронта искусств, отрицали станковую живопись, картину как таковую, считая ее устаревшим видом творчества. Их влекли новые технические искусства, фотография и кинематограф, позволяющие гораздо оперативнее фиксировать динамику социальных преобразований. Ряд мастеров, в том числе Родченко и братья Стенберги, обратились к киноплакату, применяя и в нем технику монтажа и, согласно теории Сергея Эйзенштейна, зрелище аттракциона. Подобные образы, броские и экспрессивные, оказали огромное воздействие на современную рекламу. Кондукторша у Самохвалова возвышается наподобие языческого божества, окруженного светлой магической аурой. Идеалы
в первом случае нового пролетарского быта, во втором гордой женщины-труженицы, предстают поэтическими фантазиями, далекими от казенного реализма. Переливчатая, словно тлеющая изнутри палитра художника рождает из себя красочные притчи об одиночестве, где люди обрастают какими-то переносными, легкими убежищами. Человек тут уходит вовнутрь, меланхолически уединяясь от общественности. Филонов упорно развивает свою тему творческого преображения мира, тему, в которой центральное место занимает фигура пролетария. Здесь она даже претворяется в каменный монумент. Мастер, и, скорее всего, нисколько не кривя душой, утверждает в программных заявлениях, что задачи современного коммунизма, по его собственным словам, всецело предопределяют и его собственное искусство. Аналитическое напряжение интеллекта, которое Филонов в искусстве особенно ценит, придает его взгляду художника неповторимые свойства рентгенограммы. Филонов просвечивает мир, и тот, становясь прозрачным, являет свой трагический облик. Фантасмагорические мозаики цвета в формуле весны, где неразличимо соединились в общей массе рукотворное, человечески трудовое и нерукотворное природное начало, еще достаточно мажорны. Сам Филонов был, вероятно, вполне убежден в том, что картинами своими служит делу пролетариата. Однако логика его аналитического, воистину беспощадно аналитического и честного искусства неизбежно вела не к каким-то политическим агиткам, а к символике всеобщего абсурда. «Человек в мире» — это настоящая поэма распада с человекообразными личинами в прозрачных ящиках. Социальная утопия здесь, как и в прозе Андрея Платонова, наглядно отрицает самое себя. Чекрыгин в своих феерически мерцающих образах всеобщего воскрешения мертвых вдохновляется в первую очередь искусством Возрождения. Однако его визионерский стиль обнаруживает и тесную связь с футуризмом. Дело происходит, скорее всего, в селе или маленьком городке, где нет специального помещения для таких мероприятий. Приходится выступать с подмостков сцены прямо среди неубранных театральных декораций. Неожиданный,
но вновь переданный с любовным тщанием антураж придает всему событию, вообще-то заурядному и серому, лукавую двусмысленность. Уединившись в родной костромской деревне, скромный гений, как Честняков именует себя в одном из стихов, писал свои картины, составившие огромный цикл, близкий по духу к наивному искусству. Это живописная крестьянская утопия, праздничная мечта о счастье, которую мастер дополнял спектаклями собственной постановки. Фантастическая, откровенно нереальная, по-своему таинственная сказочность его картин, как бы сугубо приватных, известных в те годы лишь односельчанам, выгодно отличает их от официозных колхозных праздников, маскировавших жизнь глянцевой пропагандой. Произведения Давида Штернберга, вдохновителя и главного организатора ОСТа, Общества станковистов, близки по духу к экспрессионизму. В его вещах часто доминируют обобщенно-символические фигуры, контрастно сопоставленные с фоном. В данном случае это скорбная фигура старика-крестьянина на фоне заснеженной степи. Картина закономерно воспринимается как трагическое предчувствие коллективизации. Написанная уже после 17-го года в русле излюбленной Юоном Сергиево-Посадской темы, картина эта явилась красочным признанием в любви к церковной старине. На фоне развертывающегося штурма небес, яростной антирелигиозной кампании, такого рода признания требовали уже определенного мужества. Партийная критика могла в любой момент обозвать подобный пейзаж с куполами и крестами контрреволюционным.